Глава. Необходимо молча прислушиваться к словам знающих. Хадис под номером 121. Передается слов Джарира, да будет доволен им Аллах, что во время прощального паломничества пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел ему: «Скажи людям, чтобы они молчали и слушали», после чего сказал: «Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы». Глава. Какой ответ желательно дать знающему, если его спросят: кто из людей обладает наибольшим знанием? Хадис под номером 122. Передают со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что Убай бин Кааб, да будет доволен им Аллах, сообщил им, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: однажды пророка Мусу, обратившегося с проповедью к израильтянам, спросили: кто из людей обладает наибольшим знанием? И он ответил: самым знающим являюсь я. Однако Аллах выразил ему за это порицание, ибо Муса должен был ответить, что это известно только Аллаху. И Аллах ниспослал ему в откровение: поистине, у места слияния двух морей живет один из рабов моих, который знает больше, чем ты. Муса спросил: «О Господь мой, как мне найти его?» И ему было сказано: положи в корзину рыбу и отправляйся в путь, а раб этот будет там, где ты потеряешь ее. И он отправился в путь вместе со своим молодым слугой по имени Юша бин Нун, который нес рыбу в корзине. Добравшись до одной скалы, они склонили свои головы и заснули, а рыба выбралась из корзины и двинулась по направлению к морю, будто по тоннелю. Узнав об этом, Муса и его слуга были удивлены, а потом они снова двинулись в путь и шли остаток ночи и весь день. Когда наступило утро, Муса велел своему слуге: «Принеси нам наш обед, ведь мы утомились в пути». А до того, как он миновал то место, куда ему было велено идти, Муса не испытывал усталости. Его слуга сказал ему: «Дело в том, что когда мы остановились у скалы, я позабыл о рыбе». Услышав это, Муса воскликнул: «Этого-то мы и желали». И они вернулись назад по своим следам. Когда же добрались до той скалы, увидели человека, облаченного в одежду. Или же он сказал: человека, облачившегося в свои одежды. Муса поприветствовал его, а Аль-Хадир спросил: «Откуда в твоей стране знают о таком приветствии?» В ответ ему Муса сказал: «Я Муса». Он спросил: «Муса из числа израильтян?» И Муса ответил: «Да», а затем спросил его: «Могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня тому, чему научили тебя?» Он ответил: «Поистине, у тебя не хватит терпения, чтобы учиться у меня, о Муса, ведь я обладаю знанием, которое было дано мне Аллахом и которое неведомо тебе. Ты же обладаешь иным знанием, также дарованным тебе им и неведомым мне». На это Муса сказал: «Если пожелает Аллах, ты увидишь, что я терпелив и ни в чем не ослушаюсь твоего веления». И Муса с Аль-Хадиром отправились в путь по берегу моря, поскольку у них не было корабля. А вскоре неподалеку появился какой-то корабль, и они попросили моряков взять их на борт. Аль-Хадир был известен этим людям, и они взяли их, не потребовав никакой платы. Через некоторое время прилетел воробей, который сел на борт и раз или два зачерпнул клювом воды из моря. Увидев это, Аль-Хадир сказал: «О Муса, знание, полученное тобой и мной, уменьшило знание Аллаха настолько же, насколько та малость воды, что уместилась в клюве воробья, уменьшила море.
А потом Аль-Хадир подошел к одной из досок корабля и выломал его из борта. Муса сказал: «Эти люди взяли нас с собой, не требуя платы, а ты специально сделал пробоину, чтобы потопить тех, кто на корабле?» Аль-Хадир сказал: «Разве не говорил я тебе, что ты ни за что не сможешь сохранять терпение со мной?» Муса сказал: «Не укоряй меня за то, что я забыл». Итак, Муса проявил забывчивость в первый раз во время этого путешествия. Они снова двинулись в путь и через некоторое время увидели мальчика, игравшего с другими детьми. Аль-Хадир схватил его за голову сверху и оторвал ее своими руками. А Муса воскликнул: «Неужели убил ты невинного не в качестве возмездия за убийство человека?» В ответ ему Аль-Хадир сказал: «Разве не говорил я тебе, что ты ни за что не сможешь сохранять терпение со мной?» И они вновь отправились в путь. А когда явились к жителям одного селения, попросили, чтобы они их накормили, но те отказались оказать им гостеприимство. В этом селении они увидели готовую рухнуть стену, которую Аль-Хадир выпрямил своими руками. А Муса сказал ему: «При желании ты мог бы получить за это плату». На что Аль-Хадир ответил: «Это значит, что мы должны расстаться». А затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Да помилует Аллах Мусу. Поистине, хотелось бы нам, чтобы он проявил больше терпения, и тогда нам больше поведали бы о них». Глава о том, кто стоя задал вопрос сидевшему, который обладал знанием. Хадис под номером 123. Сообщается, что Абу Муса, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел какой-то человек, который спросил его: «О посланник Аллаха, что такое сражение на пути Аллаха? Ведь некоторые из нас сражаются под воздействием гнева, а иные под воздействием ярости». Он сказал: «На пути Аллаха Всемогущего и Великого находится сражающийся ради того, чтобы превыше всего было слово Аллаха». Глава. Задавание вопроса и внесение фатвы при бросании камешек во время хаджа. Хадис под номером 124. Сообщается, что Абдуллах ибн Амр, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Я видел, как задавали вопросы пророку, да благословит его Аллах и приветствует, который находился у Джамрата. Один человек подошел к нему и сказал: «О посланник Аллаха, по невнимательности я принес жертву до того, как начал бросать камни в идолов». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ничего, бросай сейчас». Другой человек сказал: «О посланник Аллаха, я обрел голову до того, как принес свой скот в жертву». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ничего, принеси жертву сейчас». И о чем бы в тот день люди не спрашивали его относительно сделанного ими раньше или позже, чем нужно, он неизменно говорил в ответ: «Ничего, сделай это сейчас». Глава. Слова Аллаха Всевышнего: «Даровано вам знаний лишь немного». Коран. Сура «Ночное путешествие». Аят 85. Хадис под номером 125. Сообщается, что Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды, когда мы вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, опиравшимся на голую пальмовую ветвь, шли через развалины Медины, нам повстречалась группа иудеев. Некоторые из них стали говорить другим: «Спросите его о духе», а некоторые другие говорили: «Не спрашивайте его, ибо что бы он ни сказал, вам это не понравится». Иные же сказали: «Мы обязательно спросим его». После чего один из них встал и спросил: «О Абуль Касим,
что такое дух. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, промолчал, а я сказал себе: ему не спосылается откровение, и встал между ним и иудеями, чтобы они не мешали ему. Когда же ниспослание откровения ему закончилось, он сказал: и они станут спрашивать тебя о духе. Скажи: дух от повеления Господа моего, а вам даровано знание лишь немного. Глава о том, кто оставил некоторую пользу, боясь, что некоторые люди не поймут это и совершат худшее, чем это. Хадис под номером 126. Сообщается, что Аль-Асвад сказал: Ибн Аз-Зубайр как-то сказал мне: Айша, да будет доволен ею Аллах, многое рассказывала тебе по секрету. Что же она рассказала тебе о Каабе? Я ответил: она сказала мне: пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: о Айша, если бы твои соплеменники не были столь близки к прошлому, Ибн Аз-Зубайр сказал: к неверию, я бы разрушил Каабу и сделал бы для нее две двери. Дверь, в которую бы заходили люди, и дверь, через которую бы они выходили. И это сделал Абдуллах ибн Аз-Зубайр. Глава о том, кто выделил одних людей знанием помимо других, опасаясь, что они не поймут. Хадис под номером 127. Сообщается, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал: говорите с людьми о том, что им будет понятно. Неужели хотите вы, чтобы на Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, стали возводить ложь? Глава о том, кто передавал знания одним и не передавал его другим, не желая, чтобы его слова были неправильно поняты. Хадис под номером 128. Передаются слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что однажды, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ехал верхом, а позади него в седле сидел Муаз бин Джабаль. Пророк сказал: «О Муаз!» Муаз отозвался: «Я перед тобой, о посланник Аллаха, и счастлив служить тебе». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, снова сказал: «О Муаз!» И Муаз снова отозвался: «Я перед тобой, о посланник Аллаха, и счастлив служить тебе», повторив это трижды. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах запретит огню касаться любого человека, который засвидетельствует, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, искренне верую в это сердцем своим». Муаз спросил: «О посланник Аллаха, не сообщить ли мне об этом людям, чтобы они порадовались?» Он сказал: «Тогда они только на это и будут надеяться». И Муаз сообщил людям об этом разговоре лишь незадолго до своей смерти, считая дальнейшее молчание грехом. Хадис под номером 129. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мне рассказали о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Муазу: тот, кто встретит Аллаха, не приобщая к нему ничего, войдет в рай». Муаз сказал: «Не обрадовать ли мне этим людей?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Нет, ибо поистине я боюсь, что они только на это и будут надеяться». Глава проявление стыдливости в процессе приобретения знания. Хадис под номером 130. Сообщается, что Салама, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Однажды Суляйм пришла к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказала: «О посланник Аллаха, поистине Аллах не стыдится говорить истину, так скажи мне, следует ли женщине совершить полное омовение,
Гусель, если во сне она увидит, что совокупилась с мужчиной, и у нее случится полюция. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: да, если после пробуждения она увидит свои выделения. Услышав это, Салама прикрыла свое лицо и спросила: «О посланник Аллаха, а разве у женщин бывают полюции?» В ответ ей пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Что за вопрос? Конечно. А почему же еще сын становится похожим на мать?»